Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. Сегодня буду вместе с вами разбирать очень красивый узор крючком квадратики. Я давно искала вот такой легкий, воздушный, ажурный узор с четким геометрическим рисунком. И получается, что узор как будто бы связан из небольших квадратиков. Причем вяжется он очень просто. И модели получаются легкие, воздушные, с оригинальным рисунком. Таким узором я связала вот такой оригинальный свитер. В следующем видео подробно расскажу, как вязала эту модель. Ну а в этом видео подробно разбираю вязание этого узора по рядам. И также предлагаю вам скачать схему или заскринить ее. Вот предлагаю вам схему. И если вам понравилась эта модель, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новом видео. Свитер я вязала из полушерстяной пряжи. Это Alize Lana Gold Classic. Узор получается довольно крупный, очень интересный, и он красиво смотрится. Я просто влюбилась в этот свитер. Мне очень он понравился, он очень комфортный и воздушный. Образец узора я буду вязать из пряжи в ниточке более тонкой. Это полухлопок Yarn Art Jeans. Здесь моточек 50 грамм, в нем 160 метров. И буду использовать крючок номер 3,5. Итак, вначале, как обычно, необходимо набрать цепочку воздушных петель на необходимую ширину полотна. Раппорт узора в ширину составляет 10 петель. Я наберу 40 петель для 4 повторений узора. Итак, набрав 40 петель, это у нас будет ширина полотна. Далее приступаю к вывязыванию узора квадратиков. Первый ряд будет считаться как начальный ряд. И в начале ряда еще необходимо набрать 8 петель. И первые 4 петли это будут 4 петли подъема. И плюс 4 петли это основа для вязания первого квадратика. Вот набрав еще плюс 8 петель, то есть всего 48. Далее отсчитываю 11 петель от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И в 12-ю петельку ввожу крючок и на этой петельке провязываю столбик без накида. Ввожу крючок за полупетельку и провязываю столбик без накида. Далее набираю 3 воздушные петли вместо первого столбика, поворачиваю работу и затем по вот набранной цепочке в обратном направлении провязываю за полупетельки цепочки 3 столбика с одним накидом. Итак, провязываю 4 столбика с одним накидом. Я ошиблась, не 3, а 4. 3, 4. Далее вновь набираю 3 воздушные петли подъема вместо одного столбика, поворачиваю вот вязание и провязываю по предыдущему ряду столбиков. Вводим крючок вот не в первую петельку, а во вторую. И провязываем в обратном направлении 4 столбика с одним накидом. Второй, третий столбик на вершине столбика предыдущего ряда. И четвертый столбик у нас идет на третьей петельке подъема предыдущего ряда. Итак, первый квадратик у нас связан. Далее делаю на крючок 2 накида, отсчитываю по начальной цепочке 4 петли, в пятую ввожу крючок и провязываю столбик с 2 накидами. Далее 3 воздушные петли, делаю на крючок накид и вводим крючок в центр столбика с 2 накидами.
И провязываем вот на центре столбик с одним накидом. И у нас получается вот такой вот столбик разветвленный, как рогатка. Далее повторяем раппорт узора, как с начала ряда. То есть мы один раппорт узора провязали в ширину. Набираю 4 воздушные петли. Отсчитываю вот от основания последнего столбика 1, 2, 3, 4 петельки, в пятую ввожу крючок, столбик без накида. Далее набираем 3 воздушные петли, начинаем вязать квадратик, поворачиваем работу и вяжем первый ряд квадратика по 4 воздушным петлям, 4 столбика с одним накидом. Второй. Далее третий столбик с одним накидом и четвертый столбик с одним накидом. Провязали первый ряд квадратика, 3 воздушные петли, поворачиваем вязание. И теперь второй ряд квадратика, тоже 4 столбика с одним накидом. Провязываем по вершинам столбиков предыдущего ряда. И в конце столбик идет вот на третьей петельке подъема. Далее вяжем столбик с 2 накидами, отсчитав 1, 2, 3, 4, в пятую петельку вводим крючок от последнего столбика, провязываем столбик с 2 накидами, затем 3 воздушные петли. И из центра столбика с 2 накидами провязываем столбик с одним накидом. И на этом второй раппорт провязан. И далее вяжу до конца ряда, повторяя вот эти действия. Итак, я заканчиваю первый ряд квадратиков. 4 раппорта я должна провязать. Я провязала 4 квадратика. И в конце ряда вместо вот столбика рогатки провязываю просто столбик с 2 накидами. И здесь отсчитываю 4 петельки, как раз из первой петельки начальной цепочки провязываю столбик с 2 накидами. Далее поворачиваем вязание и провязываю, начинаю вязать второй ряд узора. Начинаем ряд с 6 воздушных петель. Первые 4 петли это петли подъема и 2 петли как по ряду идут. Далее делаем накид и провязываем на углу первого квадратика столбик с одним накидом. Далее 3 воздушные петли и из этой же точки второй столбик с одним накидом. И получается вот такая галочка. После связанной галочки на углу первого квадратика набираем 4 воздушные петли, делаем столбик без накида на арочке из 3 воздушных петель между столбиками вот галочки. Поворачиваем вязание, 3 воздушные петли подъема вместо первого столбика и вяжем первый ряд квадратика, 4 столбика с одним накидом. Вот из набранных 4 воздушных петелек провязываем по одному столбику. Вновь поворачиваем вязание, набираем 3 воздушные петли подъема и вяжем второй ряд квадратика по вершинам столбиков предыдущего ряда. Третий столбик с одним накидом и четвертый столбик с одним накидом вот из третьей петельки подъема. И на этом первый раппорт завершен. Далее идет повтор. Вяжем из угла квадратика предыдущего ряда столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и из этой же точки второй столбик с одним накидом. Далее вывязываем квадратик, 4 воздушные петли, столбик без накида на арочке,
поворачиваем вязание, 3 воздушные петли и далее идет 4 столбика с одним накидом по набранным 4 воздушным петлям. Это первый ряд квадратика. Провязав 4 столбик с одним накидом, поворачиваем вязание, 3 воздушные петли и второй ряд квадратика, 4 столбика с одним накидом. Итак, второе повторение узора завершено. И так провязываем до конца ряда. Завершаем вязание второго ряда. Вот мы начинали ряд с 2 столбиков, между ними 3 воздушные петли на углу квадратика. И завершаем ряд тоже 2 столбика, между ними 3 воздушные петли. После 2 воздушные петли и вяжем столбик с 2 накидами. Причем здесь мы вяжем вот на воздушной петельке за углом квадратика. Вот провязываем столбик с 2 накидами и начинаем вязать следующий третий ряд. Вновь поворачиваем вязание. И здесь мы должны по узору начать с вывязывания квадратика. Вот как раз угол квадратика будет вот на вот этой первой арочке. То есть квадратики у нас каждый ряд располагается в шахматном порядке. Поэтому начинаем вязать третий ряд, набирая 4 воздушные петли с боковой стороны плюс 4 воздушные петли для основы квадратика. После делаем столбик без накида на арочке, поворачиваем вязание, набираем 3 воздушные петли для вязания первого ряда квадратика. Здесь по цепочке воздушных петель провязываем 4 столбика с одним накидом. И 4 столбик. Далее 3 воздушные петли, поворачиваю вязание и второй ряд квадратика, 4 столбика с одним накидом. Далее вторая половина раппорта. Вяжем вот на углу предыдущего ряда квадратика столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и столбик с одним накидом. И далее идет повтор. Вывязываем квадратик, на углу квадратика столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. И так довязываю до конца ряда. Заканчиваю вязать третий ряд. Здесь я уже провязала 4 квадратика. И после 4-го квадратика, то есть завершаю вот эту кромку, провязываю столбик с 2 накидами. Но здесь после столбика с одним накидом 2 воздушные петельки должны остаться. И здесь 4 воздушные петельки с боковой стороны, как петли подъема считаем. Поэтому в 4-ю петельку ввожу крючок и провязываю на ее основе столбик с 2 накидами, чтобы у вас боковая кромка шла ровной. Далее поворачиваю вязание и начинаю вязать 4-й ряд. 4-й ряд вяжется точно так же, как 2-й ряд. То есть 2-й и 3-й ряд мы постоянно повторяем и вяжем узор до нужной высоты. Итак, дорогие друзья, когда вы свяжете узор квадратиков на нужную высоту, чтобы завершить вязание и выровнять последний ряд, видите, здесь получаются зубчики из углов квадратиков, необходимо провязать заключительный ряд. И для этого в начале заключительного ряда делаем 3 воздушные петли подъема плюс 4 петли по ряду. То есть всего 7 воздушных петель. И далее на углу квадрата вяжем столбик без накида. Вводим крючок вот как раз в 3-ю петельку подъема
и провязываем столбик без накида. Далее набираем 4 воздушные петли. И теперь на арочке между столбиками провязываем столбик с одним накидом. И повторяем 4 воздушные петли. И провязываем на углу квадрата столбик без накида. 4 воздушные петли. И столбик с одним накидом на арочке между столбиками предыдущего ряда. И тогда у нас по верхнему краю будет проходить ровная цепочка воздушных петель. Завершаем вязание заключительного ряда. Здесь я провязываю столбик без накида на углу квадрата и вяжем столбик с 2 накидами как раз из 4 петельки подъема, то есть за основанием последнего квадратика, чтобы боковой ряд тоже был ровный. И получается вот такой образец: ровный квадратик с ровными сторонами. И узор выглядит как будто бы связаны из маленьких квадратиков. Дорогие рукодельницы, надеюсь, вам понравился этот узор. Вы его обязательно примените при вязании. Итак, дорогие рукодельницы, вот такой у меня образец получился из данной пряжи. Получается красивое полотно из квадратиков. Я думаю, такой узор отлично подойдет для вязания легких воздушных вещей и отлично подойдет для вязания вещей на лето. Поэтому возьмите этот себе узор на заметку и обязательно свяжите с него какой-нибудь красивый топ или кофточку. Спасибо за внимание. До новых встреч!